Эрен шел по узкой извилистой тропе, которая змеилась вдоль высокого берега великой австралийской реки Мюррей. Январское солнце, безжалостное и величественное, стояло в самом зените, превращая окружающий пейзаж в дрожащее марево. Здесь, вдали от суеты Аделаиды, мир казался застывшим в янтаре времени. Под его тяжелыми ботинками хрустела иссохшая земля, перемешанная с корой эвкалиптов, которая свисала со стволов длинными серыми лентами. Эрен любил это место. Здесь тишина не была пустой. Она была наполнена жизнью. Где-то высоко в кронах перекликались какаду, их резкие крики разрезали горячий воздух, а внизу, у самой воды, слышался мерный плеск. Река жила своей скрытой, порой опасной жизнью. Эрен был человеком, который привык к одиночеству. В его рюкзаке, помимо фляги с водой и старого пленочного фотоаппарата, лежал потертый блокнот с зарисовками. Он не искал приключений, он искал покоя. Но природа Австралии редко дает то, что ты просишь, предпочитая давать то, в чем ты нуждаешься. Спокойствие было нарушено внезапно. Звук не был похож на падение сухой ветви или прыжок кенгуру. Это был тяжелый, серийный всплеск, борьба живого существа с мощным течением. Эрен мгновенно замер. Его чувства, обостренные годами походов, заставили его пригнуться и осторожно подойти к краю обрыва. Сквозь густые ветви прибрежных кустарников он увидел нечто, что заставило его кровь застыть в жилах. В бурлящей воде, в каких-то 15 метрах от берега, барахталось существо золотистого цвета. «Этого не может быть», — прошептал он. В мутных водах Мюррея, цепляясь когтями за проплывающую корягу, боролся за жизнь эльвинок. Маленький заднязый пагагония, над огромными янтарными глазами, в которых отражалось небо и смертный ужас. Его уши были плотно прижаты к голове, а пасть раскрыта в беззвучном крике. Первым чувством был шок. Откуда здесь лев? Австралия — страна кенгуру, вомбатов и ядовитых змей, но никак не царей зверей. В голове Эрена пронеслись мысли о сбежавшем из цирка звере или о жертве незаконной торговли экзотическими животными. Но шок быстро сменился первобытным страхом. Он начал лихорадочно осматривать берег. Где детеныш, там и мать. Разъяренная львица в этих зарослях была бы смертным приговором. Эрен застыл, боясь даже вздохнуть. Он прислушивался к каждому шороху, ожидая увидеть припавшую к земле мощную фигуру хищника. Прошло 5 минут, 10. Но берег был пуст. Только ветер шелестел листвой и кричали птицы, не замечая разыгравшейся внизу драмы. Львенок был совершенно один. Эрен видел, что силы покидают малыша. Коряга, за которую тот держался, медленно вращалась, затягиваемая в водоворот у подножия затопленного дерева. Еще минута, и вода сомкнется над его головой навсегда. Внутри мужчины вспыхнула борьба. Рациональный голос кричал: «Уходи, это дикий зверь, он опасен, река слишком быстрая, ты рискуешь жизнью ради того, кто через год тебя загрызет». Но сердце, переполненное состраданием, твердило другое. Он видел в глазах этого существа ту же жажду жизни, которую чувствовал сам в самые темные моменты своей биографии. Эрен вспомнил свою прошлую жизнь в городе, где он часто проходил мимо чужой беды, оправдываясь спешкой. Здесь, на берегу Мюррея, спешить было некуда, кроме как на помощь. «Держись, малыш», — сказал он, сбрасывая рюкзак и ботинки. Вода встретила его ледяным объятием. Течение в этом месте было коварным. На поверхности оно казалось ленивым,
но в глубине скрывались мощные жгуты воды, способные сбить с ног взрослого мужчину. Эрон нырнул, чувствуя, как песок и ил забиваются в глаза. Он плыл, работая мышцами на пределе возможностей. Каждый метр давался с боем. Река словно не хотела отдавать свою добычу. Когда до львенка оставалось всего 3 метра, огромная ветка, плывущая по течению, едва не ударила Эрона по голове. Он увернулся в последний момент, потеряв драгоценные силы. Заметив человека, львенок зашипел. Инстинкт заставил его защищаться даже на пороге смерти. Но Эрен не отступил. Он протянул вперед длинную палку, которую прихватил с берега. «Хватайся, ну же!» — кричал он сквозь шум воды. Малыш, осознав, что это его последний шанс, вцепился в дерево своими маленькими, но невероятно острыми когтями. Эрен почувствовал резкий рывок. Теперь им нужно было преодолеть путь обратно. Это была самая тяжелая часть. Одной рукой он греб к берегу, другой удерживал палку с грузом. Мышцы горели, легкие разрывались от нехватки кислорода. В какой-то момент его нога запуталась в подводных водорослях. Паника едва не накрыла его, но взгляд на испуганную мордашку львенка заставил его совершить невозможное. Рванувшись всем телом, он освободился и сделал последний рывок к песчаной отмели. Они вывалились на песок одновременно. Эрен тяжело дышал, уткнувшись лицом в мокрую землю. Рядом, буквально в паре шагов, лежал львенок. Он был мокрым, худым и совершенно беззащитным. Его тельце сотрясала крупная дрожь. Эрен поднялся на локтях. Первым делом он сорвал с себя промокшую рубашку. Несмотря на то, что его самого бил озноб от адреналина и холодной воды, он накрыл ею малыша. «Все, парень, мы на суше», — тихо проговорил он. Львенок поднял голову. В его взгляде больше не было агрессии. Там было нечто напоминающее глубокое, осознанное удивление. Он обнюхал руку человека, пахнущую рекой и потом, и тихо мяукнул. Звук такой неподходящий для будущего короля саванны. В этот миг между ними возникла невидимая нить. Человек и зверь. Два случайных союзника в вечной битве против смерти. Эрен понимал, что оставлять его здесь нельзя. Малыш не выживет в австралийском буше. Он аккуратно взял его на руки, чувствуя, как бьется маленькое сердце сквозь ткань рубашки. Эрен нес львенка через заросли, не обращая внимания на царапины от колючего кустарника на своих плечах. Каждый шаг давался с трудом. Ноги после заплыва казались ватными. Он шел к своей машине, припаркованной в 3 километрах отсюда, на старой лесовозной дороге. Пока он шел, он думал о том, как иронична судьба. Он приехал сюда за тишиной, а нашел ответственность, которая перевернула его мир. Он знал, что этот случай изменит его. Ты не можешь остаться прежним, когда в твоих руках дрожит жизнь существа из другого мира. Добравшись до своего внедорожника, Эрен первым делом включил обогрев. Он уложил львенка на пассажирское сиденье, обернув его еще и старым пледом, который нашел в багажнике. Малыш уже не сопротивлялся. Он уснул, полностью доверившись своему спасителю. Эрен достал телефон. Сигнал был слабым, но его хватило, чтобы набрать номер службы спасения животных. «Слушайте меня внимательно», — сказал он диспетчеру, чей голос звучал так обыденно. «Я нашел львенка. Да, вы не ослышались. Льва. В Мюррее. Пришлите кого-нибудь в ближайший заповедник. Я везу его туда». Эта история не попала на первые полосы газет. Эрен не любил публичности. Но в местном заповеднике Монарто до сих пор рассказывают легенду о человеке, который вышел из леса с львенком на руках. Малыша назвали Эреном в честь его спасителя. Оказалось, что он действительно выпал из плохо закрепленной клетки во время тайной перевозки
нелегальными торговцами. Если бы не случайный прохожий, его история закончилась бы в холодных водах реки. Сам же Эрен часто возвращается на тот берег Мюррея. Но теперь он не просто смотрит на воду. Он знает. За каждым поворотом реки, за каждым кустом эвкалипта может скрываться чья-то жизнь, нуждающаяся в защите. Этот трогательный момент спасения стал для него уроком того, что сострадание не имеет границ, а доброта — это единственная валюта, которая имеет ценность в любом уголке планеты. На берегу австралийской реки разыгралась драма, ставшая гимном отваги. Мужчина и хищник на краткий миг стали братьями. И это воспоминание Эрен пронесет через всю жизнь как самое дорогое сокровище. Дорогие друзья, если эта история о мужестве и доброте заставила ваше сердце биться чаще, обязательно поставьте лайк. Такие случаи напоминают нам, что в каждом из нас живет герой, готовый прийти на помощь.